Если вы ждали знак, чтобы наконец начать, то вот он. Привет, я Аля, и это «Пока не поздно». Подкаст для тех, кто больше не хочет жалеть о не сделанном вчера ради великого сегодня. Обычно здесь я рассказываю историю любителей, которые превращают мечты в дело всей своей жизни, даже когда кажется, что все шансы, которые им попадаются, против них. Но сегодня у нас особый выпуск, потому что у меня в гостях Алина Шведова, хоумстейджер, создательница студии трансформации интерьеров. Алина помогает превращать дома и квартиры в поддерживающее пространство, будь то для арендатора, который впервые въезжает в новое жилье, или для человека, который хочет снова почувствовать вдохновение в собственных стенах. Алина, я очень рада тебя приветствовать сегодня, и мне уже не терпится, если честно, погрузиться в нашу тему, потому что я уже прям сама не могу, мне самой супер интересно все с тобой обсудить и тебя послушать. Привет прекрасным слушателям, рада быть здесь. Аля, благодарю за приглашение. Сегодня мы поговорим о том, как навести порядок не только на полках, но и в своей голове одновременно, как сделать так, чтобы дом стал твоим соратником, а не бесконечным источником тревоги, из которого тебе хочется уйти и поработать где-нибудь в кофейне. И почему одна уютная точка в вашей комнате может поддержать вас сильнее, чем целая система тайм-менеджмента. И я бы хотела сразу начать с вопросов, которые у меня здесь для тебя подготовлены. На самом деле, самое важное, как мне кажется, это в целом соединение нашего состояния в голове и то, как это отражается на пространстве вокруг, если честно. И для меня это всегда было большой загадкой, почему так сильно то, что у нас в голове, влияет на то, что вокруг нас. И мне бы хотелось узнать, как вот эти изменения вне, то есть в квартире, да, там, когда говорят, у тебя депрессия, приберись, или там у тебя стресс, приберись, и у тебя сразу в голове станет лучше. Как это работает? Как это влияет? Это вопрос обретения контроля над собственной жизнью, потому что вот мы с тобой обсуждали, что наверняка очень многие с этой историей сталкивались. Какая-нибудь супер важная задача, дедлайны горят, и ты вместо того, чтобы пойти садиться за работу, такой: о, плинтус, как давно я тебя не мыл, или вещички какие-нибудь прибрать. И это действительно работает. Когда ты наводишь порядок, то тебе потом проще сесть за дела, потому что у тебя был так называемый паралич воли, ты ничего не мог сделать. А тут ты что-то сделал, ты увидел, как твои действия что-то вокруг изменили, и у тебя появляется больше уверенности. Что вообще можно сделать в таких ситуациях? Вот когда ты замечаешь какой-то импульс поделать что-то, не то, что ты запланировал, пойти, но сделать это условно не в полном объеме. Например, тебе захотелось резко навести порядок. Ты берешь тряпочку, не знаю, там, протираешь настольную лампу. Ты импульс этот реализовала, что-то сделать, кроме работы в области порядка. Но при этом ты не начинаешь ревизию шкафа, потому что мы знаем, чем заканчивается ревизия шкафа. Есть еще момент, это, наверное, прежде всего для удаленщиков будет актуально, кто работает из дома, и когда резко что-то начало бесить в комнате, в которой вам предстоит делать ту самую рабочую задачу, можно пересесть, либо убрать просто из-за с видовой точки, где стоит ваш компьютер, вот то, что вы сейчас видите, если что-то не нравится в этом обзоре, просто убрать это условно из кадра. Очень, кстати, прикольная и удобная вещь. Я ей тоже очень часто пользуюсь. Вот сейчас даже для того, чтобы нам с тобой записаться, у меня валялись какие-то вещи в комнате. Я не буду, так сказать, скрывать этого, да. У меня тоже бывают, когда валяются вещи, и они висели у меня на стуле, я их просто переложила в другую комнату, и там, где у меня гардеробная, собственно, просто их свалила в кучу, и все. У меня в целом, когда мы решили переехать сюда, в эту квартиру, если мы начали, да, в целом у нас тема сегодня о жилье. Вообще, почему мы решили это сделать? Потому что у меня были панические атаки, и у моего мужа были панические атаки. В предыдущей нашей квартире она была меньше, потолки были ниже, она была более, знаешь, потертая, скажем, она такая, потертая временем. Когда ты в этом находишься 2 года, 3 года, да, вот в такой квартире, начинает это давить. И мы решили, что нужно переезжать, потому что я сказала тогда, что мне нужно пространство для того, чтобы мне было лучше. Я прям чувствовала, что на меня давят эти стены, на меня давят размеры, на меня давит то, что мы постоянно вот в этих 2 комнатах и маленькой кухне. И потом мы переехали, когда сюда, я реально заметила, что мне стало гораздо лучше. Поэтому да, я прекрасно понимаю, как это сильно влияет на людей. И то есть я бы даже сказала, что мы осознанно переезжали, чтобы на нас перестало влиять то пространство. У меня каждый переезд — это новая глава жизни, которая связана и с локацией, и с особенностью пространства, потому что мы меняемся, меняются жизненные приоритеты, как сезоны в сериале. Пространство, оно становится отображением и продолжением, и зачинателем наших внутренних процессов. И это для меня
про, знаешь, какое-то самопознание, что я вся спрашиваю меня, а мне сейчас что надо? Я где хочу жить? Какой мне необходим вид из окна? Какие соседи? Какой этаж? Я как бы моделирую следующую главу моей жизни. Я во всех съемных квартирах делаю ремонт, потому что мне ничто не нравится сразу в оригинальном виде. Я крашу стены. Это не всегда какие-то очень дорогостоящие изменения. Это про то, что я осознаю, как я желаю меня сейчас чувствовать, и создаю под это пространство. В кабинете мне важно быть очень сфокусированной и заземленной. Достаточно мрачная комната, и как же мне там хорошо. Вот эта комната, она прям заземлила меня. Классный момент такого самонаблюдения и постоянного вопроса. А мне сейчас какое состояние необходимо? И как я могу его оптимальными средствами сейчас создать? Но это на самом деле очень важные слова, потому что я, честно тебе скажу, о них не задумывалась. Дом — это я, а не и люди какие-то, а не пространство. Поэтому мне может что-то помочь сфокусироваться, как ты, например, упомянула про кабинет, да, то есть у меня тоже есть кабинет, в котором тоже стоит только стол, только стул, только компьютер и больше ничего. И цветы на подоконнике. Все, больше там ничего не стоит. И я, если там сижу и работаю, то мне от этого хорошо, да, это прикольно. Это, знаешь, мне кажется, когда мне нужно вызвать у себя конкретное чувство или эмоцию, я на это готова пойти и согласиться, наверное. Но вот именно для того, чтобы почувствовать, что меня в моей жизни достаточно, и как бы, как ты это упомянула, да, расширить как бы на свой дом, у меня такого не было никогда. Я даже об этом даже как-то не думала. Но звучит очень интересно. Нужно попробовать это сделать. Смотри, Аль, мы можем зайти с ракурса, который точно будет тебе понятен, и, я полагаю, большинству слушателей тоже. Это про личную эффективность, про оптимизацию, что я тоже просто обожаю. Я ранее говорила про такие немножко абстрактные вещи, типа как ты желаешь себя чувствовать. Например, у меня там кабинет заземляющий, столовая, где сейчас она такая радостная, тут картина яркая, цвет стен жизнерадостный. Вообще-то можно подойти гораздо более прагматично. Прям вот как по чек-листу. Прописать, что я делаю дома. И пишу. Сплю, ем, моюсь, храню вещи. Ну, прям база, которая есть в каждом доме. Следующий уровень. Принимаю гостей. Не все дома принимают гостей. Следующий момент. А я бы, например, хотела оставлять кого-то на ночь, иметь такую возможность. Прикольно, пишу. Я хочу по утрам делать зарядку. Прям хорошенько так спортом позаниматься. Хобби. Хочу читать. Хочу, не знаю, крестиком вышивать, хочу играть на синтезаторе, хочу поставить мольберт, а не доставать его каждый раз из шкафа. Пока вспомню, что надо его достать, скажу, нафиг, пойду тиктоков посмотрю, для этого места много не надо. Для некоторых занятий реально требуется место и определенные зоны. Дальше вокруг этого начинает выкристаллизовываться. Так, допустим, спорт. Это прям была моя больная тема, и я очень счастлива, что я к этому пришла. Скажу конкретно на моем примере, полагаю, что многие смогут это как кальку просто скопировать на собственную жизнь. Ctrl-C, Ctrl-V. Я не люблю залы. И я понимала, что мне необходимо создать такие условия, чтобы я могла каждый день без отмазок заниматься дома. Что это в моем случае? В каждой квартире я планирую место, прям вот такой квадрат, прямоугольник, где я понимаю, что я могу лечь, и я нигде ничего не задену. Я прям могу буквально лечь на пол и проверить, я могу так расставить мебель, чтобы у меня было это место во все стороны, чтобы спокойно позаниматься. Это первый момент. Второй момент. Часто для спорта необходимо комфортное покрытие напольное. И какой-нибудь ламинат или даже прекрасный паркет не всегда для этого подходит. У меня лежит ковер с тонким ворсом, и у меня теперь нет отмазки в виде того, что надо коврик достать и расстелить. У меня есть коврик, я им не пользуюсь, потому что есть этот большой ковер. Я просто скатываюсь из-под одеяла на этот ковер и сразу же там занимаюсь. Возьмем другие привычки. Допустим, чтение. Для чтения что необходимо? Комфортное место, где можно принять удобное положение, например, полусидя. Сразу понимаем, что это либо кровать, либо кресло. Второе — хорошее освещение. И третье, желательно, очень желательно, чтобы это было место, где тебя никто не будет трогать. Если это спальня, если нет полноценной гостиной зоны, да, с каким-то креслом, покупается бра, вешается на стену. Лайфхак. Бра можно повесить вместе с проводом,
и выключатель будет на бра, и даже в съемной квартире без ремонта можно сделать такой удобный светильник, повесить на комфортную высоту. Вы ложитесь вместе с книгой, держите рукой бра включенный и смотрите, на какую высоту его присверлить. Все, вы настроили идеальное освещение без всякого дизайнера. Если нет возможности сверлить стены, то покупается не такая уютная лампа-ночник, которая ставится на прикроватный столик, а полноценная лампа, как офисная, достаточно высокая, и тогда она создаст необходимое освещение. Вот. И так по всем этим моментам можно пройтись, и дом точно станет комфортнее. Для меня эффективность — это очень абстрактное слово про то, что ты делаешь быстро, с минимумом препятствий, то, что ты желаешь, то, что тебе необходимо сделать. И почему это очень важная для меня тема? Потому что я считаю, что когда ты эффективен, ты более счастлив. Вот ты хотел что-то сделать, и у тебя есть все возможности для того, чтобы это сделать. По сути, наша жизнь, как бы это глобально, абстрактно не звучало, она строится из очень простых вещей. Работа, сон, прием пищи, общение с друзьями и с близкими. И когда все основные вот эти пунктики хорошо реализуются, ты счастлив. Для кого-то это будет утренний кофе в тишине. И тогда кто-то выстроит какую-то очень уютную зону около подоконника, например, с красивым видом. Ну, у меня на самом деле очень Вещи. много вещей дома, правда. И я понимаю, что не все из них необходимы, и я четко вижу, что куча коробок из-под техники, которую я храню, потому что мой муж лелеет мысль о том, что мы когда-нибудь переедем в собственное жилье, и как-то нужно транспортировать этот вентилятор, который у нас стоит в спальне, знаешь. Типа, она у него где-то... И вот мы вот складываем. У нас реально очень много вещей дома. Из-за этого как будто бы нет возможности иногда действительно просто типа повесить светильник, да, который мне там необходим для того, чтобы накраситься в такие дни, как сегодня. Поэтому как вообще это правильно сделать? Как правильно расхламиться? Расхламление — это база, да, потому что я ранее говорила, как будто это звучит очень просто. Ну вот, постелите огромный ковер, освободите половину комнаты, да, здесь поставьте торшер с креслом. Боже, куда ставить кресло? Здесь необходимо расхламляться, а для этого необходимо выстроить приоритеты. Например, ты привела пример с коробками. Если бы у вас была вот сейчас шла сделка, и вы действительно скоро переезжаете в собственную квартиру, то очевидно, что пускай коробки полежат. Ну да, они тебя будут раздражать, допустим, там месяц, пока идет процесс, но они вам действительно пригодятся. Но хранить вещи для когда-нибудь — это точно про отрыв от реальности. И здесь, на мой взгляд, очень важно быть в контакте с действительностью и четко, трезво осознавать, а что вообще сейчас в жизни происходит, а это мне точно надо, или я для какого-то абстрактного будущего это все храню. У нас просто стоит шкаф в кабинете, и на нем сверху до потолка все пространство — это коробки. Я когда-нибудь сделаю рум-тур, да, по своей квартире для своей аудитории. Ну, когда, наверное, мой муж Артур решит, что нужно от этого избавиться уже в конце концов, или когда я выиграю с ним борьбу за то, чтобы просто вынести все, что нам не надо, потому что я с тобой полностью согласна, я поддерживаю мысль о том, что это какой-то жуткий рассинхрон с настоящим. Очень частый кейс в работе с заказчиками. Я за 3 года наработала, мне кажется, всю аргументационную базу. Так, типа, лежат коробки, ага, что ему сказать? Если эта инициатива не твоя, а кого-то из членов семьи, просто говоришь: да, хорошо, понимаю, принимаю, ценю, забирай. Это будет храниться в твоей зоне, я этого не должна видеть никогда. Хочешь, арендуй кладовку, хочешь, клади в твой шкаф с одеждой. Я не против, что оно есть в нашем доме. Мне очень неприятно, что я это вижу, я понимаю, что тебя это не раздражает, а меня это раздражает. Это всегда будет разговор об отношениях, насколько здесь наш близкий готов к этому прислушаться. Вот. Потому что часто мы оперируем аргументами типа: ну, они же не нужны, а зачем ты их хранишь? А на самом деле проблема в том, что тебя это трогает, тебе это не нравится. А другому реально может быть ровно, тем более, когда они лежат в твоей зоне. Когда он понимает, что теперь это его вотчина, его зона ответственности, он такой: блин, а что-то меня тоже, честно говоря, бесит. И второй момент. Если у вас есть где дома это хранить, и оно вас не раздражает, ну, храните на здоровье. Если у вас 3 гардеробные, если у вас есть отдельная комната для коробок, отлично. Есть большие квартиры, где действительно очень много места, и много места для хранения, это действительно не будет проблемой. Но если мы понимаем, что заказчикам некуда поставить рабочий стол, нет места для игр с детьми, и дети играют там у мамы на голове, например, потому что негде организовать игровое, потому что все заставлено какими-то бестолковыми вещами, то тогда просыпается сознание: а, да, места, конечно, действительно нет, а вот это мне важно, и я готов поэтому расхламиться,
чтобы освободить место для того, что мне важно. То есть это вопрос мотивации. Ее может не быть. Мгм. А если она Ну да. есть, в 90% случаев она все-таки есть, важно ее нащупать и прям выкристаллизовать, понять, а для чего мне расхламляться. Про расхламление. Первое сказала про мотивацию. Очень четко понять, зачем вы вообще во все это ввязываетесь. Прям сказать, что я сейчас хочу расхламиться, чтобы у меня был красивый вид с рабочего стола. Ко мне приходят гости, я хочу, чтобы я в любой момент могла позвать домой гостей, мне никогда не было стыдно. Также те, кто ищет отмазки, чтобы не снимать контент, не вести соцсети. Для всех людей, пожалуйста, кто мне пишет комментарии, что тебе легко говорить и снимать контент, ведь у тебя чисто, красиво и белые стены, пожалуйста, для всех этих людей сейчас Алина вам все расскажет. Представь, что вот мы как лунтики проснулись и такие, опа, надо что-то делать с пространством. И, как правило, многие интуитивно идут к тому, где хуже всего, в самые страшные захламленные зоны, не знаю, какой-нибудь балкон, антресоль. Не надо так делать. Надо начинать с зон, где вы проводите больше всего времени. Потому что, когда вы там наведете порядок, у вас сразу эндорфинчики, серотонинчики, вот этот вот радостный коктейль X1000, и у вас сразу будет сильно больше мотивации, вдохновения и радости для того, чтобы продолжить наводить порядок. Потому что эту красоту вы будете созерцать каждый день. А антресоль? В общем, какие-то могут быть зоны. Прикроватная тумбочка, рабочий стол, кухонный стол. Прежде всего, вот эти моменты. Прихожая у кого-то может быть. Дальше то, что вы видите с этих зон. Итак, как в компьютерной игре, у вас будет простраиваться карта вашего пространства. Вы в одном месте навели красоту, этому радуетесь и идете дальше, делаете шаги дальше. С зонами определились. Предположим, это будет спальня, будем на конкретном примере рассматривать. Вы навели порядок на тумбочке, стали аккуратнее заправлять постель, вам приятнее. Но вы знаете, что там есть какой-то стул с одеждой, на нем постоянно какой-то хлам, еще валяется рядом сумка, вы с работы пришли, кинули ее, валяются вещи из сумок, которые вы перетасываете из одной сумки в другую. И здесь вы понимаете, недостаточно будет просто запихнуть эти вещи в шкаф. Я нашла причину хаоса. Это шкаф, там бардак. Что я делаю? Я вываливаю из шкафа абсолютно все на пол. Все сразу. То есть я не разбираю отдельно полочку. Так, футболочки. Ты их вывалил, красиво сложил, потом через неделю у тебя тот же самый бардак. Поэтому важно работать сразу со всей зоной. Здесь мы планируем, что это требует несколько часов, это не делается между делом, и такие вещи необходимо прям планировать. Мы все взрослые ребята, у нас есть хоть какой-то тайм-менеджмент, кто-то пишет дела в блокноте, кто-то в Google календаре. Вы заносите это как задачу в ваш Google календарь. Само случайно время никогда на это не найдется. Вы должны морально к этому быть готовы. И тогда вы будете знать, что в субботу вечером вы идете с друзьями в какое-нибудь приятное заведение, а с утра у вас запланировано вот это дело. С вещами. Вы их категоризируете. Раскладываете друг дружке носки к носочкам, футболки к футболкам, рубашки к рубашкам. А есть метод 3 пакетов. Первое – это отдать. Второе – это продать. Третье – это пакет ХЗ. Пусть полежит. Очень интересно. И здесь, да, кстати, этот момент я не сказала, что я обычно работаю сразу и с сезонами, и с несезонными, все сразу. Первая категория. Отдать вы собираете то, что ни в каком виде вам точно не надо, и вещи в таком плохом состоянии, что вы их не продадите, как-то дальнейшую судьбу их там сильно не организуете. Пакет отдать – это значит, что вы не предложите это друзьям, это просто куда-то пойдет условно в утиль. Я заказываю благотворительный вывоз вещей. Прям к вам домой приезжают и забирают вещи. Следующий момент – это вещи на продажу. Это вещи, которые были куплены задорого, как правило, и вы понимаете, что они достаточно в хорошем состоянии, что вы сможете в том числе их окупить. В эту же категорию отношу вещи, которые вы можете предложить близким, друзьям, родственникам, которые в достойном состоянии. И третий пакет – это ХЗ. Это вещи, которые не ушли ни в одну из первых категорий, но вы их давно не носите. Давно – это больше года. Это относится ко всем, на самом деле, вещам. И про бытовую технику, про кухонные принадлежности, про игрушки, вообще книги, что угодно. Просто я рассматриваю на конкретном примере одежды. Вы собираете этот пакет, пишете на нем, прям стикер клеите, либо на самом пакете перманентным маркером пишете, либо вкладываете туда бумажку,
и пишете, когда был запакован этот пакет, и дату следующего года. Если вы не воспользуетесь этими вещами в течение года, то 99% вероятности, что вы будете готовы с ними расстаться, с ними надо расставаться. Что важно с этими пакетами? Этот пакет ХЗ убирается далеко. То есть это не просто на рейле кусок вещей, типа, ну, не знаю, может быть, надену, а вы прям с глаз долой это убираете. Если вы за год ни разу не вспомнили об этой вещи, и в этот пакет не залезли, значит, вы сами морально будете готовы с ней расстаться. Когда я их убираю, я перестаю их запитывать моим вниманием, и мне проще от них отсепарироваться. Дальше они также идут либо на благотворительность, либо вы продаете их, отдаете. Также еще есть бонусный пакет. Пакет пофиксить. Либо пятна, либо что-то испортилось, не знаю, с техникой это очень частая история, надо что-то там заменить. Вы это собираете, и вы планируете в календаре, прям садитесь и прописываете, когда вы понесете эту обувь в ремонт, когда вы отнесете вот это в ремонт. Это должен быть тоже отдельный список дел, потому что само случайно оно спонтанно не появится. Слушай, а в таком случае смотри, ну вот, допустим, мы с тобой, как будто бы мы сейчас с тобой, например, разбирали все у меня дома. Вот мы с тобой сделали все по твоим правилам, мы с тобой все сложили по пакетам, мы с тобой убрали с глаз долой вещи, которые я, наверное, не вспомню о них через год. Что мне теперь делать, чтобы поддержать чистоту вокруг, но не париться насчет каждого пятнышка, там, я не знаю, вот как это сделать? Здесь вот какой момент есть. Иногда кажется, что ну, я вот всю субботу посвятил наведению порядка. Я отдал лишние вещи, я столько приложил усилий, я такой супер молодец, теперь оно должно работать. А если обратно приходит беспорядок, то персонаж такой, ну, я, видимо, все-таки неряшливый, это все не для меня. И вообще эти все аккуратисты, они такие ОКРщики, я здоровый, я не хочу так жить. Нет, прикол в том, что система организации дома, она вышлифовывается иногда годами. Поэтому это регулярный процесс, и не стоит надеяться, что с первой итерации у вас все сразу идеально получится. Скорее всего, это будет так. Вы расхламились, стало получше, чем похуже. Получше, но все равно бардак приходит. Вы через месяц снова наводите ревизию, просто она у вас продлится 10 минут, а не 4 часа. Смотрите, так, а это здесь я все-таки не ношу, а эти вещи все-таки их удобнее на вешалку, а это все-таки удобнее в какой-нибудь контейнер положить, там какой-нибудь ящичек красивый купить и так далее. Дальше вы придете к идеальному пониманию как бы вашего типа хранения по вещам, которые у вас есть. У нас категории по жизни плюс-минус одни и те же. Мы переезжаем в одни и те же квартиры с одними и теми же вещами плюс-минус. И вы найдете ту идеальную конфигурацию, как вам удобно хранить. И даже переезд вы в новой квартире будете обживаться за неделю, потому что вы перевезли всю систему вашу. Избавляемся от иллюзии, что это делается раз и навсегда. Вы едите каждый день, вы заботитесь о вашем здоровье регулярно. Поддержание порядка дома – это такая же регулярная практика. Дальше вопрос. Регулярная практика, боже мой, как же не стать во всем этом УКРщиком? Здесь есть техника локализованного хаоса. Это значит, что вы в каждой зоне допускаете некоторый хаос, просто он ограничен. Он не захватывает все пространство. Приземлю на конкретных примерах. Очень часто источник хаоса – это прихожая, потому что быстро пришел, что-то кинул или зашел, что-то забыл, из сумки выложил, переложил, и скапливается какая-то мелочуха. Вы в прихожей организуете на какой-нибудь поверхности маленькую коробочку, какой-нибудь ящичек аккуратненький. Важно, чтобы оно было приятным, чтобы вам самим как бы это добавляло внешней красоты, а не множило уродства в этой зоне. И дальше весь этот бардак у вас копится, но внутри этой маленькой коробочки. И раз в неделю или у кого-то раз в месяц вы просто пересматриваете ее, и тогда вы просто спокойно живете, при этом внешне все выглядит достаточно аккуратно, и вы лишний раз вас не терроризируете, что каждый день вы обязаны это возвращать на места. В гардеробной аналогично. Или, окей, если мы не говорим про стул с одеждой, допустим, в шкафу это может быть одна полка, куда вы хаотично запихиваете вещи. Вот прям специальная полка для вещей, которые вам было лень куда-то складывать аккуратно. Еще есть принцип, он вообще на самом деле базовый во всей этой истории с организацией быта, где пользуемся, там и храним. Это значит, что чем ближе вещи к той зоне, где вы их используете, тем выше вероятность, что вам будет проще возвращать их на места. Я заметила, что я в прошлой квартире не пользовалась парфюмом, потому что он стоял у меня в ванной. А я наношу парфюм, когда я собрала образ, сейчас у меня вот такой вайб, я хочу такой-то аромат. Я переместила парфюмы в гардеробную,
просто на стенку прикрепила микроорганайзеры для парфюмов, такую как мини-полочку сделала, все, я начала этим пользоваться. Я, кстати, очень часто, когда думаю о том, чтобы что-то улучшить дома, первая моя мысль обычно — это что-то приобрести. Но, знаешь, не с точки зрения того, что вот что-то полезное, а хочется как-то украсить пространство, и тебе кажется, что сегодня подоконник как-то пустоват. Хотелось бы для настроения что-нибудь туда положить, бросить, что-нибудь, чтобы глазу было приятно. Если вдруг я тут нахожусь, и вот то, что он сейчас белый и чистый, меня это не привлекает. И я за собой замечала, что я очень часто иду на маркетплейсы или в Ашан, который находится у моего дома. Я могу до него идти полчаса пешком, чтобы вот зайти в Ашан и ходить между рядами, типа, ой, какая рамочка, у меня же как раз столько, 0, фотографий для того, чтобы туда поставить. Или там, я не знаю, ой, какая классная свечка, у меня их дома 1000. Да, как раз нужно купить еще одну. То есть у меня очень часто это происходит дома. Что с этим делать? Здесь такой момент, что когда нам приходит импульс что-то купить, на самом деле это импульс улучшить пространство, который чаще всего что лучше сделать? Пойти и на самом деле что-то лишнее убрать. Наслаждение от этого, от результата, когда что-то стало чище, ушли лишние вещи. Наслаждение от этого будет гораздо больше, чем от бесполезной покупки. Что касается покупок, ты на самом деле вообще здраво рассуждаешь, ты сразу стала говорить, что подоконник пустоват. Ты, если что-то и покупаешь, ты примерно понимаешь вообще, куда бы ты это поставила. Это здравая стратегия, если вы точно знаете, что вы ищете определенную вазу, определенной высоты для определенного типа цветов, она будет стоять там-то, она будет красиво сочетаться с композицией там из свечек рядом. Отлично, флаг в руки, почему бы нет? В общем, очень часто лучше вместо того, чтобы что-то купить, если вы в этом не уверены на все 200%, то, скорее всего, покупать это не надо, и лучше пойти просто прибраться или, наоборот, от чего-то избавиться. Если покупать что-то, то это лампы и лампочки. Прежде всего, это лампочки. Вот ты говорила, что тебе нравятся гирлянды, ты интуитивно понимаешь, что это создаст уют. То есть эти маленькие огонечки, они создают атмосферу. Красиво становится, как-то приятно и уютно. И почему я заговорила именно про лампочки? Те самые обычные лампочки, которые вставляются во все светильники, которые и так у вас есть дома. Будь это споты современные или какие-то традиционные лампы. Очень часто, особенно если эта квартира не ваша, не вы с нуля здесь все покупали, стоят ужасные лампочки с голубым светом, либо чуть получше, но тоже плохо, с белым светом. Вы меняете лампы, и сразу то же самое пространство становится уютнее. Покупка лампочки, от 100 до 300 рублей, в зависимости от характеристик, на которые вы обращаете внимание, и от бренда. Скажу 2 критерия, на которые важно обращать внимание. Это буковка К, кельвины, они отвечают за теплоту света. Теплый свет 2700К, 2700К, просто необходимо запомнить наизусть. Видите, 2700К можно брать. 3000К только в санузел или на рабочую поверхность. Все, что выше, нет. И второе, кто-то говорит, очень много встречала такого контраргумента, типа, да, теплый свет это уютно, но нам слишком темно. И есть ассоциация, что холодный свет равно более яркий. Нет, это другой показатель, это буковка L, люмина. Вы можете взять теплую лампочку с уютным светом, но там будет, не знаю, 2000 люминов, и она осветит огромное помещение. А если вам необходима лампочка для такого мягкого декоративного света где-нибудь на комоде, это будет 400 кельвинов, почти свет свечи. Мне бы сейчас хотелось, наверное, чтобы мы создали с тобой какой-то шорт-лист по тому, что сегодня наша аудитория послушала, чтобы мы кратко резюмировали. Первый пункт. Мы поговорили про прокрастинацию, что когда очень хочется отвлечься и навести порядок дома вместо того, чтобы садиться за рабочие дела, если у вас не полчаса до дедлайна, не испытывайте никакого чувства вины, это нормально. Вы просто хотите вернуть контроль над собственной жизнью и поставить ментально галочку, что вы молодец, и вы правда молодец. Второй пункт. То, что дом позволяет глубже узнать собственный внутренний мир, желания, как я желаю меня чувствовать, что я хочу делать по жизни и дома, и расставить внутри приоритеты. Следующее, в соответствии с этими приоритетами, организовать пространство. Что я хочу делать и как я могу найти место для этих занятий у меня дома. Далее мы поговорили про расхламление. Начинаем с той зоны, где больше всего проводим времени и где больше всего хотим, чтобы стало красиво. Не распыляемся сразу на антресоли, на балконы. Это задача 80-го левела. Где пользуемся, там и храним. Ключевой принцип. Далее техника локализованного хаоса, которая позволит поддерживать порядок, но не скатиться в ОКР.
организуем коробочку, где скапливается бардак, но он визуально не мешает, и вам потом будет очень просто разложить вещи по местам. Техника 4 пакетов. Отдать, продать, пакет ХЗ и пофиксить, починить. Поговорили про шопоголизм, про то, что когда порой нам очень хочется что-то купить, на самом деле нам просто хочется улучшить наше пространство, и гораздо эффективнее будет, и для бюджета в том числе, это пойти навести порядок, а не что-то приобретать. Но если что-то очень хочется именно купить, то начинаем с теплых, уютных лампочек и красивых светильников. Я считаю, что у нас сегодня получилось просто что-то гениальное. Я уже предвкушаю, как всем понравится этот эпизод, и сейчас мне хотелось бы, чтобы ты, так сказать, красиво зафиналила и дала какое-то задание для аудитории, простое, которое можно сделать сразу после того, как этот подкаст закончится. Что-то небольшое, но чтобы это могло продвинуть наших слушателей сегодня уже к тому, чего бы они хотели. Я предлагаю вам определить ту зону, где вы хотите, чтобы как можно скорее воцарилась красота и порядок. У кого-то это будет столовая зона, на кухне или гостиная зона. Как правило, это та зона, где вы больше всего времени проводите и где сейчас вас больше всего раздражает вся эта некрасота. Что сделать? Зону определили. Второе. Вы планируете, когда вы будете наводить там порядок. Прям прописывайте в Google календаре, вносите в ваш распорядок, понимая, что само оно случайно не случится. И вы декомпозируете эту задачу. Категоризировать вещи. Вы сразу понимаете, так, на 4 часа надо все это вывалить. Второе. Вы планируете отдельно отдачу вещей, отдельным пунктом продажу вещей, отдельным пунктом отнести в мастерские то, что должно починиться. Следующим пунктом планируете покупку каких-то коробочек, органайзеров. Все это отдельная задача. И необходимо наше любимое слово — поставить дедлайны. Я предлагаю, чтобы это был месяц или максимум 1,5. Что будет хорошо сделать прямо сегодня, вот прямо сейчас, пока вы слушаете этот подкаст? Это наметить зону, с которой вы будете работать. Почему это надо сделать прямо сейчас? Сейчас вы, скорее всего, раз дослушали до самого финала, вы замотивированы, вы на энтузиазме, у вас такой подъем энергии, азарт, раж, скорее бы, скорее бы. Вы отвлечетесь на рабочие дела. Все. Эта магия, она проходит по щелчку пальцев, увы. Поэтому мотивацию необходимо ловить за хвост и заземлить весь тот энтузиазм и вдохновение в какое-то маленькое, конкретное, быстрое, простое действие. Взять и записать в заметках. Спланировать разбор гардероба. Аля, мы столько всего с тобой обсудили. Я буду лаконична. Я хочу посвятить такой момент. Кто сталкивается с этой проблемой? Если есть внутри какой-то отвратительный внутренний голос, который зудит и очень с неприятными интонациями говорит, что я неряха, или, не знаю, какое-то вот это осуждение, вообще выкидывайте его куда подальше, положите его в пакет ХЗ, и, надеюсь, через год вы к нему не подберетесь. Воспринимайте это как эксперимент, что вы экспериментируете, и подходите к этому с таким детским интересом, с детским азартом и любопытством. А какой я? А что у меня есть? И вот это чувство, оно такое очень простое, очень радостное и понятное, всем знакомое 100%. Это очень хороший настрой в таком действительно длительном и порой трудном процессе. Вот и все на сегодня. Спасибо за ваше время. Помните, что зачастую путь к вашему успеху начинается с недоидеи, недоплана или даже недоуверенности в себе. С вами была Аля и Алина. Пишите комментарии, свои мысли. Мы с радостью все прочитаем, возможно, даже на что-то ответим. Начните, пока не стало поздно. Пока. Пока.